Доброго времени суток, дорогие друзья! За последние несколько недель мы получили несколько телефонных звонков, электронных писем и текстовых сообщений от частных лиц, спрашивающих, будет ли разумно сделать вакцину от коронавируса. Управление по контролю за продуктами и лекарствами официально еще не одобрило вакцины, но из-за серьезности заболевания оно дало разрешение на аварийное использование. Есть несколько вещей, которые нам необходимо принять во внимание, когда мы решаем, принимать вакцину или нет. Во-первых, Бог дал нам иммунную систему, которую можно укрепить, практикуя хорошие привычки здоровья. Бог через Эллен Уайт дал описание того, что мы называем естественными средствами, которые не только помогают нам предотвратить болезнь, но и вылечиться от нее. Цитирую. Чистый воздух, солнечный свет, воздержание, отдых, упражнения, правильное питание, употребление воды, упование на божественную силу – это настоящее лекарство. Каждый человек должен знать природные лечебные средства и как их применять. Важно понять принципы лечения больных и пройти практическое обучение, которое позволит правильно использовать эти знания. Конец цитаты. Служение исцеления, страница 127. Во-вторых, многих может удивить то, что Эллен Уайт и ее секретари получили вакцину от оспы, когда в ее время была эпидемия. И в те дни, конечно, медицина была далеко не такой продвинутой, как сегодня. Д.И. Робинсон, один из секретарей миссис Уайт, 12 июня 1931 года писал об Эллен следующее. Об отношении Уайт к вакцинации. Вы можете найти это в выбранных вестях, том 2, страница 303. И я цитирую. Вы спрашиваете для точной и краткой информации о том, что сестра Уайт написала о вакцинации и сыроватке? На этот вопрос можно ответить очень кратко. Хотя у нас есть ее записи, она не упоминала о них ни в одном из своих произведений. Вам, однако, будет интересно узнать, что в то время, когда приближалась эпидемия оспы, она сама была вакцинирована и призвала своих помощников тоже сделать прививку. Сделав этот шаг, сестра Уайт признала тот факт, что было доказано, что вакцинация либо делает человека невосприимчивым к оспе, либо значительно облегчает ее последствия, если кто-то ею заболел. Она также осознала опасность подвергания других в случае непринятия этих мер предосторожности. Это было подписано Д. Робинсоном. Очевидно, Эллен Уайт не видела противоречия между вакцинацией и полагаться на защитную силу Бога. Кроме того, ее обоснование вакцинации было альтруистическим. Ее заботой было благополучие ее секретарей и других в сообществе. Наконец, программа Secret Unleashed не дает никаких рекомендаций так или иначе. Решение получать или не получать вакцину индивидуально. Мы оставляем это на совести каждого человека, получать вакцину или нет. Информационный бюллетень, распространяемый в местах, где доступна вакцина, говорит, что вакцина не одобрена FDA, но было получено разрешение на использование в экстренных случаях. По отдельности мы можем сделать 3 вещи, которые помогут нам принять правильное решение в этом вопросе. Первый. Мы можем молиться о божественном руководстве. Во-вторых, мы можем делать свои собственные исследования, помня, что существует много дезинформации в интернете. В-третьих, мы можем поговорить со знакомыми нам врачами и попросить их объяснить плюсы и минусы вакцинации. Выполнив эти шаги, мы сможем принять обосновательное решение. Пусть Бог вас благословит и даст вам здоровья.